Всем привет из магазина Loud Sound. Давненько у нас не было вечерних таких видео, где мы собираем аудиосистемы. Сегодня мы будем собирать аудиосистему по самому популярному запросу. Посмотрели сегодня специально, про какие нам пишут подборки. Чаще всего пишут про сборку на 30 тысяч рублей. Сегодня мы соберем аудиосистему за 30 тысяч рублей. Сумма знаковая, да, это близко к средней зарплате в России, ну, среднестатистического человека. И, в принципе, вот на такую аудиосистему можно накопить за 1-2 месяца. Наша задача подобрать аудиосистему в этот бюджет максимально громкую, качественную, надежную, из тех компонентов, которые у нас уже в магазине попродавались. По железу, которое у нас сегодня участвует в обзоре, возвратов пока не было, гарантийных обращений. В принципе, можем за это железо все поручиться. Напоминаю, что все это можно купить у нас в магазине. Ролик снимается не только в рекламных целях, хотя их тоже мы преследуем, но и для того, чтобы вы понимали, что покупать, на что смотреть, как ориентироваться, потому что самое сложное в автозвуке — это то, что в нем никто ни хрена не понимает. И даже те, кто в нем что-то понимает, они тоже ни хрена не понимают. Итак, я вам буду сейчас показывать, какие компоненты мы набираем в аудиосистему за 30 тысяч, будем складывать их на нашем волшебном диване и, соответственно, буду указывать вам цену. Как всегда, при вот таких подборках, во всех наших сборках можете посмотреть и ранее, все это вместе собранное продается готовым комплектом с хорошей скидкой. Сегодня у нас будет в виде скидки короб для сабвуфера. Короб для сабвуфера при покупке всей этой аудиосистемы вы получите бесплатно. Итак, начнем. С чего начнем? С головы. Голова всему голова. И голову мы выбрали Pioneer 180 UI. Это одна из самых бюджетных на данный момент бошек, но очень функциональная. Она поддерживает флаг, она поддерживает работу с айфоном, с андроидом, она поддерживает USB и так далее. В принципе, в ней есть все, но из минусов здесь 2 пары линейных выходов, а не 3. Но для сегодняшней нашей сборки этого хватает. Мы решим эту проблему Y-кабелями. Итак, головное устройство выбрали. Теперь нам нужно выбрать самую важную часть, одну из самых важных частей аудиосистемы. Это динамики. Именно они будут воспроизводить наиболее широкую полосу. Сегодня мы выбрали, ну, чтобы поместиться в этот бюджет, двухполосную аудиосистему. Соответственно, динамики нам нужны, которые смогут воспроизводить максимально возможный диапазон частот и при этом, чтобы они помещались в среднюю дверь. Для этого мы выбрали 20-сантиметровые динамики HVC. Очень давняя модель, очень давно на рынке. Недавно обновилась только упаковка. Это не другие динамики, это те же самые динамики. Это широкополосники. Они у нас стоят в стенде. Вот можно их посмотреть. Вот они, ветераны, очень давно стоят. Отличает их очень низкая цена. 2780. Они стоят за пару. Это очень круто. И очень широкий диапазон воспроизводимых частот. То есть они будут играть нам и мид-бас, и середину, и чуть-чуть захватывать верхние частоты. По секрету скажу, что в один из проектов Антона Воротникова были установлены именно эти динамики в один из автомобилей, и их было установлено 16 штук. За минимальный бюджет мы получили сумасшедшую громкость. Какой именно это проект, вы узнаете чуть позже, уже, наверное, в октябре. По крайней мере, Антон сказал, что выпуск выйдет в октябре про этот автомобиль. И вот посмотрите на 16 таких динамиков в действии. Динамики у нас выбраны, магнитола у нас выбрана. Твитеры мы выбрали Machete MT30. Очень ходовая на данный момент модель, также из-за цены. Альфарду надо отдать должное. Они научились в очень низкую цену укладывать очень достойное качество. Качество не только динамиков, но оно начинается с упаковки. Они даже вот об этом сейчас заботятся. Очень красивые упаковки, очень качественно все упаковано и надежно. В этой аудиосистеме магнитола у нас не процессорная, поэтому нам понадобятся вот такие штучки. Это конденсатор на 2,2 микрофарада мы ставим. Эти вещи сделаны для того, чтобы твитеры не воспроизводили у нас нижние частоты. Режут они примерно на 2-3 кГц. Таким образом, твитеры мы, конечно, не можем с них вытащить максимум, как при использовании процессорной башки, да, порезать их на 6-8 кГц. Но этого среза уже достаточно, чтобы их не спалить при умелом использовании. Плюс они захватывают немножко серединки, и при правильной настройке, не на максимум, а где-то на 40-50% от их максимальной мощности, у нас уже будет достаточно внушительная громкость, и при этом мы не спалим их. Стоят эти штуки всего лишь 100 рублей, и твитеры у нас стоят 2200, да, по-моему, 2190. Вот за 100 рублей мы избавляемся от процессорного магнитофона. И, конечно, это хуже, но это 100 рублей. Чтобы поставить
самый недорогой процессорный магнитофон сюда сейчас. Это будет либо 300-й Kenwood, он, по-моему, 5, да, или 6500 он стоит, либо 580-й Pioneer, он уже порядка 8-9 тысяч будет стоить. Вот, мы решим эту проблему за 100 рублей, чтобы поместиться в бюджет 30 тысяч. Чтобы это все усилить, нам понадобится один 4-канальник, либо 2 двухканальника, но в нашей системе будет еще и сабвуфер. И чтобы этот вопрос решить, мы устанавливаем 2 усилителя сразу, один из которых Avatar AST304 или 3004, как хотите его называть. И недавно про него был обзор. Отличительной особенностью этого усилителя является то, что у него 2 канала повышенной мощности, 2 канала обычной мощности. Мы к нему можем подключить наши широкополосники к 2 каналам и к 2 каналам еще мостом подключить сабвуфер. Остается вопрос, что же поставить на твиттеры. А на твиттеры мы поставим наш любимый ACV LX2.60. Очень много таких усилителей продали мы за последнее время. Возвраты были по ним? Ни одного? Ни одного. А какие? JX, да, были? Нет, именно тоже LX, но только 480. 480, да, были? Поэтому ни одного. 260, вот, ну, самый надежный усил из бюджетных у нас в последнее время. Мы его ставим на твиттеры. Мощности в нем более чем достаточно для твиттеров. На вырост в эту аудиосистему, то есть впоследствии можно подключить к нему более мощные твиттеры. Если будет переход на процессорную голову, можно будет влить и в эти же пищалки тоже больше мощности. Запас остается отличный и стоит он при всем при этом 3500. У нас есть все, кроме сабвуфера. Сабвуфер Machete MS, конечно же. Почему не Аватар, да, сразу вопрос. Аватары мы еще мало продали. Не могу показать этот сабвуфер, ничего сказать ни хорошего, ни плохого. Он тоже у нас был на обзоре, я его пощупал, достал, открыл. Когда нам принесут их уже после ЧВ, я скажу, что с этими сабвуферами так, что не так. МС это точно проверенный уже девайс, ставить можно. За эти деньги один из лучших сабвуферов сейчас на рынке. Стоит этот сабвуфер 4000, 3990. И, как я уже сказал, сабвуфер для этого бюджета супер надежный и супер громкий. Остается всякая хрень. Вот она у нас здесь, покажу, мы сразу ее разложили. Сейчас я вам расскажу, что для чего. Да, это называется мелочевка. Итак, давайте по порядку. Кабель. Нам понадобится кабель силовой и акустический. Силовой кабель мы выбрали PV3. Обычный промышленный кабель, медный. Его отличает хреновая гибкость, но очень вкусная цена. Медь тут точно такая же, как в автокабелях, которые засунуты в силиконовую оплетку для удобства инсталляции, которые луженые многие бывают, да, это защищает медь от коррозии. Но ничего страшного в коррозии меди нет, поэтому, если бюджет ограничен, я себе даже такие кабели всегда ставил, у меня в Бэхе они стоят. Ну, вот, когда собирается демо-кар, конечно, надо много кабелей протянуть, когда нужна гибкость кабеля, конечно, стоит выбирать автомобильный. Для обычных повседневных инсталляций я всегда говорил, ПВшка это самый лучший вариант. КГ еще часто, там люди говорят, почему не КГ, почему не КГ. Он сильнее окисляется, там меньше сечения, там еще хреновее изоляция. Стоит он дешевле, в принципе, поэтому ну, в КГ ничего такого ужасного нет. Но мы вот продаем ПВ3, себе ставим ПВ3 и вам рекомендуем. Не берите, короче, кабель автомобильный, берите ПВ3. Сейчас испортил продажи автопроизводителям, ну ладно, нас и так не любят. ПВ стоит 230 рублей в метр. В эту инсталляцию для экономии мы выбрали не 11 метров, как обычно, плюс-минус тянуть, а выбрали 7, для дотянуть до багажника 5 плюс запас и развести по багажнику 1,5-2 метра остается с запасом. И таким образом стоимость этого кабеля получается 1610 рублей. Далее акустический кабель. Мы выбрали кабель фирмы AudioNova, 0,75 квадратов на твиттеры и 1,5 квадрата на мидбасы, широкополосники. Общая стоимость получится за весь кабель 700 рублей за полторашку и 400 рублей за 0,75. Этого метража хватит с головой, чтобы подключить вот эту вот двухполоску. Межблочные кабели, они же РЦА, они же тюльпаны, они же, как их только не называют. 3 Alphard Machete MASC24 CCA. Кто название на Альфарде придумает? Что еще не добавили там цифры, букв, штук 20. Нельзя там назвать МА24. МАСЦ24 ЦЦА. 3. И сейчас забомбило. Сейчас я напишу комментарий. Вы у вас двухканальная башка, у вас 3 межблочника. Но Андрюша об этом позаботился. У нас есть вот такие Y-кабели.
не мама в две папы, как мы обычно делаем, а папа в две мамы. То есть разветвление происходит сразу из головного устройства, и получается мы сразу получаем выход на 3 канала с головного устройства. И вот эти межблочники подтягиваем уже каждый в свой усилитель. Получается, один канал у нас подходит к сабвуферу, на него будет отдельное управление с магнитофона. И 2 разветвленные, один канал разветвленный на 2 у нас подходит ко входу твиттеров и ко входу широкополосников. Вот эти 3 межблочника и эти 2 Y, это все, что нужно, чтобы дать сигнал усилителям для усиления. 3 пары межблочников выйдет 900 рублей, 2 Y выйдет меньше 300, там 280, что-то в этом роде. Y у нас Kicks, тоже проверенные, очень много их ставим. Тигран их очень любит. Вот это все, что нужно, чтобы дать сигнал. Чтобы развести плюсовой кабель по багажнику, нам понадобится дистрибутор. Вот такая обычная вещь, сюда просто входит кабель, выходит 2 или 3 кабеля. Разные модификации дистрибуторов есть. То есть в эту аудиосистему у нас подходит любой тройник с одним входом и 2 выходами. Стоит эта штука 420 рублей. И у нас остается, собственно, безопасность, это предохранитель. Обязательно ставьте всегда предохранитель. Не смотрите на то, что я себе не ставлю их и Тему ругаю, говорю, надо побольше, номинал или вообще напрямую. Это нужная вещь, если произойдет какая-нибудь неприятность, у вас просто начнет гореть силовой провод, это будет очень неприятно. Поэтому эту штучку обязательно ставьте, тем более, что она стоит всего 220 рублей, не путайте с 220 вольт. Вот, тоже Kicks выбрали. К ней потребуется еще предохранитель, он вообще копейки стоит, там 80, да, по-моему, рублей. 80 рублей пред. И все, остались 2 клеммочки, они же наконечники. Все говорят, почему они у вас алюминиевые или что это, или свинец. Это луженая медь, просто медь с покрытием. Если пильнуть, там будет видно медь. Наконечники обязательно ставьте всегда медные. Силовой кабель обязательно всегда ставьте медный. Просто потому, что алюминий окисляется и может вот в местах как раз соединения получиться очень-очень-очень большая неприятность. Если у вас происходит окисление в месте крепления силового кабеля к клемме, либо к предохранителю, либо наконечника к зажимному болту, у вас там происходит искра. Это может привести к возгоранию. Это очень серьезные вещи. Обязательно всегда ставьте медь и обязательно хорошо затягивайте. Недопустимо на вот этих вот вещах слабое крепление. Если она будет просто люфтить, можете даже проверить, не докрутить, запустить музыку и пошатать ее. Будет искрить. Это очень хреново. Поэтому только медь и только с отличным зажимом. Все, аудиосистему мы собрали. Сейчас тогда посмотрим ее на диване в собранном виде. Я напомню, что к чему, и вот итоговую цену покажу вам. Итак, сумма нашей инсталляции получилась 28 934. Здесь нет короба. Короб в подарок при покупке вот всей этой аудиосистемы. 30-очку мы вложились с головой. Я вам напомню, что мы выбрали. Мы выбрали Пионер с 2 парами межблочных выходов. Широкополосники отличные, зарекомендовавшие себя и как недорогие, и как громкие, 20-сантиметровые. Внимательно смотрите, поместятся ли вам 20-сантиметровые динамики. Возможно, нужно будет ставить проставочные кольца, возможно, подиумы. Ну, почти в любой автомобиль их поместить можно. Твиттеры МТ-30 с 2 конденсаторами на 2,2 микрофарада. Аватар с разными каналами усиления. 2 мощных, 2 немощных, 2 мы пустили на сабвуфер, 2 на широкополосники. АЦВшка двухканальник на твиттеры. Сабвуфер, Machete MS и, собственно, атрибутика. Всякая разная. Ничего сложного. Вот она, аудиосистема за 30 тысяч рублей. Это будет качественная, громкая и надежная аудиосистема. Приобрести все это можно в магазине Loud Sound. Одном из лучших магазинов России. И я очень вам настоятельно рекомендую покупать именно у нас. Мы стараемся обеспечить максимально хороший сервис, максимально быструю доставку, консультацию и так далее. Все, это был канал Loud Sound. Обязательно подписывайтесь, обязательно заказывайте у нас в магазине. Пишите в комментариях, какие вы еще подборки хотите сделать. Не знаю, там подборка для таксистов или собираем аудиосистему в Газели. Не знаю, пишите идеи для подборок аудиосистемы, будем стараться уложиться в бюджет, либо в концепцию. Все, это был Loud Sound, всем покажите громко. А также басиков, не забываем басиков. Смотри, нихера себе это семейство, посмотри. Мутант, летчик, это мерзляк, а это кто? Это с мышью. Привет! Ну
чё, не заказываешь Loud Sound? Я тебя, сука, запомнил. Андрюха не слышал, да, еще голос настоящий басика до обработки? Ты готова, будет разговор не детский. Это статус королевский. Я жесткий. Ну что, Мага, Тигран, что скажешь? Скажу, Валит? знаете, что валит, но мы будем собирать скоро из нее бешеный один проект. Пока тишина, пока секреты. Но будет Стена будет, какой секрет, я все спалил. Говори, говорю. как кавказский парень сидит за рулем. Как кавказские парни сидят за рулем. Вот так они сидят? Как таксист. А что говорить? Здесь Серго, машина, убийца, Тигран. Ну тоже так, Кузя. Кузя, аль ты заездит уже? Ездит, наверное. Ну или пока, по крайней мере. Смотрите, что Тигран умеет. Оп, Loud Sound.